Друзья, приветствую вас. Это вторая часть дневного обзора. Нежданно-негаданно все шло чинно. Но тут появилась новая новость о том, что Модерна вакцину вот-вот уже выпустит. Так, ну вот эту схемку с новостью я опубликовал в телеграм-канале. Я на самом деле не совсем понимаю, как они так быстро сориентировались. Скорее всего, у них уже заготовленный результат был. Потому что то, что они заявляли на той неделе, когда Pfizer вышел с вакциной, им не хватало определенного количества набора данных. Для того, чтобы скорректировать выборку и там, допустим, как-то более детально изучить те исследования, которые были, или что-то попытаться как-то обработать, доделать на коленке. Ну, здесь как минимум для таких вещей 3 недели-месяц требуется. Они как-то очень скоро, очень быстро сориентировались, тут же показали, что у них все тоже весьма и весьма хорошо, как у Pfizer. Вот, но здесь, я думаю, у них результат уже был готов. Они просто как бы готовились, возможно, даже одновременно или на опережение, кто быстрее заявит. Pfizer опередил, Moderna просто, чтобы не накладываться, какое-то время подождала и тоже выдала результаты, хотя не совсем понятно, насколько, как таким образом оперативно все можно поменять. То есть, напомню, у них была проблема в том, что их исследование, оно опиралось на выборку, на меньшую выборку. И, соответственно, там меньшая вероятность успешного воздействия вакцины была получена. 60%, а не 90%. И вот они, бах, выходят, говорят, что на самом деле наша вакцина, мы там что-то посмотрели, что-то там пересчитали, она, в общем-то, на 80%, на 90% тоже предотвращает заражение. Особенность вакцин, которые производят Pfizer и Moderna, заключается в том, что сами клетки заставляют вырабатывать так называемый шип, вот этот кусочек, через который коронавирус соединяется с оболочкой клетки. И на фоне формирования большого количества вот этих частичек организм образует иммунный ответ, вырабатывает антитела, которые, в общем-то, и защищают человека от заражения. Ну, то есть вот даже теперь компания Moderna заявляет, что ее вакцина эффективна на 95%. То есть Pfizer показал 90%, а Moderna 95%. Хотя до этого речь шла о том, что она предотвращает только 60% случаев инфицирования коронавирусом. Но, как вы сами понимаете, так изменить показатели за неделю это просто невозможно никак. Либо у них уже, скажем так, были вот эти результаты, они их просто не показали, когда Pfizer, то есть Pfizer их опередил. Или же, я не знаю, это просто цифру надули, нарисовали. Вот. Но что с надутыми и нарисованными цифрами бывает, мы знаем, это в конечном счете все тайное становится явным и приводит к тому, что наступает череда обвалов. Что касается вообще расписаний, когда могут пулять эти вакцины один за другим, ранее 9 ноября в телеграм-канале я опубликовал вот такой вот график, на какой стадии у кого находится разработка вакцин. Ну и исходя из этого графика можно предположить, кто в ближайшее время также осчастливит тем, что вакцина готова. И, в общем-то, еще одно основание для того, чтобы предполагать окончание эпидемии и дополнительный рост рынков. Вот эта картинка. Так, друзья, ну вот давайте вернемся к таким макропоказателям. На самом деле вот эта новость про вакцину, она не так существенно повлияла на индекс доллара. Так, но немецкий фондовый рынок пока показывает позитивную динамику, несмотря на то, что он начал корректироваться, но все равно как бы сейчас находимся выше уровней предыдущей недели. Так, ну вот что касается реакции S&P на новость по поводу вакцины, ну смотрите, был задерг, раздача и потом вернулись вот сюда на 3620 в этот диапазон. Так что ненадолго хватило этой новости про вакцину. Так, ну вот по ВИКСу что мы с вами видим? Да, здесь было проседание, но это проседание его выкупили и ВИКС снова начал расти. То есть фактически он здесь в локальное донышко, которое сформировалось 22,8, 22,25, ударился и пошел на рост. Так, ну касательно нефти Brent, исходя вот из этого известия по вакцине, пошел рост сразу же. Вот, но сейчас мы определенный уровень достигли. И если не будет в ближайшее время пробития 44,5, 44,6, то отсюда пойдет коррекционный откат.
цель которого вот эта желтенькая линия 43.58. И золото и серебро было опрокинуто на новости по поводу новой чудодейственной вакцины. Здесь как бы все уровни пробили. Вот. Но здесь надо четко понимать, что вот это на самом деле скорее всего ложный пробой, несмотря на объем. Почему? Потому что сразу произошла разворотная формация, и он сразу затянулся выше 1882. Вот. Я полагаю, что сегодня у нас цель движения будет находиться где-то в район 1891-1892. Так, ну и по серебру здесь аналогичная ситуация. Вот у нас цель движения вот сюда, вот этот диапазон, который выше 25. Несмотря на то, что вот это резкое движение было, это часовой таймфрейм, видите, мы удержали не только 23,8, но и 24, ниже оно не пошло, отбилось и начало расти. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм, вот уровень, который сильный, 75-75, он был прошит, вот, но здесь не стоит обольщаться, мы с вами видим, что это был не более чем вброс, вот, поэтому пробой, скорее всего, ложный. И в ближайшее время, в ближайшие часы, скорее всего, будет затяжечка и закрепление выше 76-75. Если такового не произойдет в течение там час, два, три, то тогда действительно получается возможно добитие. И вот у рубль-доллар, у него цель движения вот здесь 76.15. То есть он должен сюда сходить. Далее он отсюда либо сразу, либо после проторговки выскочит. Или же он пойдет пробивать 75.95, и после этого уже развивается движение на 74 с конечной фазой, там, по-моему, у него 73.2 или 73.4. Вот. Но сейчас больше похоже на то, что пробой 75.75 был ложный и идет подтягивание наверх. Но это к вопросу о том, как формируются пробои. То есть вот такие новости, которые выходят, сильно влияющие на рынок, они могут вызывать всплески, но, как видите, здесь пока говорить о том, что все как бы рубль продолжает укрепляться, идем на 70, но я думаю, это преждевременно. Хотя, опять же, если все-таки здесь сейчас в ближайшее время будет добитие и уход на 75.15, тогда вполне возможно, что действительно вот эта динамика слома растущего тренда по доллару, она продолжится. Так, друзья, ну там вроде накладка в предыдущем видео была с акциями Сбербанка. Но смотрите, здесь на текущий момент времени все-таки высока вероятность того, что по Сбербанку будет либо задерг, либо планомерное движение на 256,5. Вот. Но на текущий момент, если в результате отката будет пробитие 240, то скорее всего это движение в обозримом будущем мы не увидим. Но на текущий момент ситуация получается следующая. Вот эта новость по вакцине прошла, американский индекс подскочил, нефть подскочил, сейчас все флегматизируется, и поэтому достаточно высокая вероятность, что будет либо от текущего значения, либо от 248,7 отбой и движение на 243-244, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Если все-таки 240 пробиваем, тогда будет падеж уже более глубокий. Так, далее вопрос был по ВТБ, но смотрите, по ВТБ начали гнать. Обычно как бы под конец уже как бы должны разогнать Газпром, ВТБ и энергетику. Ну и там еще обувь России. Вот. И дальше уже можно все это самое спускать. Ну и вообще, то есть акции с невысокой капитализацией, их в самый последний момент наращивают, разгоняют. Вот. Но то, что Сбербанк не начинает падать, это достаточно позитивный момент. Это говорит о том, что еще, скорее всего, вот это движение на максимум, оно не закончено. Так, по ВТБ, ну что тут, у нас идет растущий тренд. В идеале у него цель, конечно, на 4 копейки, вот сюда вот. Вопрос только, добьет он до Нового года сюда или не добьет. Вот сегодня всплеск на фоне новости о вакцине, но по сути пока идет рисование разворотной формации. Если она будет реализована и пойдет пробитие 3,6483, то отсюда у нас может ждать откат, цель которого будет возврат на 3,4540, вот сюда вот. Что касается более короткого таймфрейма, как построено движение по ВТБ, на что хотел обратить внимание. Ну смотрите, сейчас вот здесь был ряд попыток разворота, но они ни к чему не привели. Это говорит о том, что скорее всего движение наверх это продолжится. И
вот по 4-часовику есть уровень поддержки, который находится на 3,6. Вот если он пробивается и под ним начинается проторговка, то это все движение, скорее всего, будет сломано и произойдет возврат на 3,44 вот сюда вот. Вот, но пока как бы текущая ситуация указывает на то, что все-таки ВТБ его зарядили и будут его гнать сначала на 3,88, потом на 40 копеек. Вероятность на текущий момент достаточно большая. Здесь вот была попытка раздачи, но эта попытка раздачи пока ни к чему не привела, то есть он также растущим и остался. То есть здесь ключевая цель, которая при пробитии на откате будет говорить о том, что все начало падать, это вот 3,6 копеек. Так, друзья, далее вопрос был по Аэрофлоту. Смотрите, здесь по Аэрофлоту все откупили, был пробой на 56. Вот по факту здесь вот отсюда, начиная с 29 октября, с 30 октября должно было развиваться движение вниз по направлению 40-37. Но его здесь откупили, и он вернулся на уровень 56. Поэтому пробой не сформировался, такое бывает, и отсюда, соответственно, пошел новый рост. Вот. Что здесь нужно, достаточно ясно понимать, что на самом деле вот авиакомпании, они очень уязвимы в текущей ситуации. И вот эта уязвимость, она сохранится на достаточно длительном промежутке времени, поскольку из-за угрозы заражения полеты, скорее всего, сократятся в любом случае. Полеты сократятся, издержки базовые никуда не денутся, и поэтому у авиакомпаний в ближайшие 3 года будут очень непростые времена. Вот. Здесь какая ситуация? Это дневной таймфрейм. Поскольку вот этот пробой ему не дали реализоваться, первые цели отработали. Следующая цель движения находится на 75. И, соответственно, отсюда, исходя из дневного графика, высока вероятность движения на 75,4. Вот сюда вот. Этого не произойдет, то есть идея не сработает, если пойдет откат и будет пробитие 63,5. Вот 63,5, если пробиваем, вероятность дальнейшего движения наверх в обозримом будущем, там месяц-два, будет крайне невысокой. Сейчас как бы текущий формат указывает на то, что отсюда скорее всего будет взято 75. Дальше, если здесь пойдет закрепление, у нас следующая цель движения в диапазоне 85-88. Так, ну и далее Норникель. Но смотрите, здесь вот этот уровень 20300 он устоял, хотя бы ложный пробой. Вот, и теперь здесь формируется движение, цель которого вот сюда 22. Ну, здесь на самом деле 22250. И первая предварительная цель 21750, вот сюда вот. Это движение, оно возникнет в том случае, если в ближайшее время мы получаем пробой 20950, 21 тысяча вот этого диапазончика. Если мы его пробиваем, то сразу улетаем сюда. В каком случае это не пойдет? Это не пойдет, если будет пробитие диапазона 20150, 20300. Если его пробиваем, то отсюда идет откат, цель его будет 18700 и тестирование вот этой красной волшебной линии. Так, друзья, ну и далее Газпром, смотрите, вот 184 мы отработали. Вопрос закрепления достигнутых значений. И по факту закрепления есть следующая цель движения, которая 195, и потом следующая цель это 208,5. Вот это движение сломается, если в результате отката будет пробито 169-168. Пока, судя по динамике движения вот этого тренда, наверное, его все-таки погонят на 208,5, возможно, на 226. Но помним о стопах, что если происходит слом, то движение в ближайшее время обороты не наберет. Так, друзья, ну и вот Новатэк, смотрите, Новатэк почти все цели сделал, которые были вверху. Осталась цель на 1270. Далее, если он здесь закрепляется, то тогда остается сходить на перехай. Вот сюда вот на 1385. Вот. Но сначала для этого нужно дойти, закрепиться вот здесь на текущих значениях, потом дойти в диапазон в районе 1320.
здесь закрепиться и потом уже идти на перехай. Вот. Здесь надо четко понимать, что если сейчас происходит коррекционный откат и пробитие 1170, то у нас отсюда разовьется откат, цель которого будет 1080. И все вот это движение волшебное, оно будет сломано. Но пока как бы у Новатэка очень интересная ситуация, то есть он фактически на фоне интереса даже вследствие зеленых технологий к транспортировке сжиженного газа, в общем-то, к нему интерес очень большой у инвесторов, у спекулянтов. Плюс в средствах массовой информации имеются данные о том, что сам главный бенефициар приобретает акции Новатэка. Это очень позитивный знак, значит, он ждет роста. Вот. И поэтому, не знаю, если вот сейчас в данный момент заходить уже рискованно, хотя высока вероятность, что он дойдет в этот диапазон. Вот. Но то, что касается колебаний внутри дня, то в ближайшее время у него вполне может сформироваться коррекционный откат, цель которого будет 1220. И вот здесь, в зависимости от ситуации, возможно, имеет смысл его рассматривать. Так, друзья, ну и вот вопросы по Северстали. Ну, смотрите, сделали мы исторический хай. А теперь вопрос, закрепимся или нет мы выше уровня 1100. Если не закрепимся, то отсюда в ближайшее время будет откат. И цель этого отката будет сходить на 1050-1060. Вот сюда вот. Это все. Спасибо за внимание.